Добрый день! С вами Лидия, канал «Женские руки в деревне». Сегодня я делаю новогодние игрушки из картона и корзинку подарок. Поделка из серии «Венок на дверь», «Стену», «Камин» и так далее. Но в отличие от венка, корзину можно использовать не только на рождественские или новогодние праздники. Сменив наполнение, можно украсить дом практически к любому сезону. Например, осенью ее можно наполнить грибочками, ягодами, осенними листьями и так далее. Она универсальна. А если положить в корзину настоящие сладости, то это будет еще и упаковка к подарку. 2 в одном. Для изготовления корзины я использовала виноградную лозу, но можно взять любые ветки. Я взяла венок, одна сторона которого более объемная. Это будет входом в лукошко. Добавила снизу один изогнутый прут, скрепила при помощи шпагата и горячего клея, закрыла короткими веточками низ корзины, прошила декоративные строчки джутом. Это удобно сделать при помощи скрепки. Далее я решила добавить заднюю стенку. Для этого также сначала приклеила изогнутый прут между ручками, а после заполнила пространство маленькими веточками. Обернула крышечки от кефира фантиками от конфет. Можно взять разноцветную фольгу, кусочки яркой ткани. Можно просто вырезать кружки из бумаги и приклеить к корзинке. Украсила низ 2 рядами шишек. В центр поместила крупные шишки, а краям поменьше, чтобы корзина выглядела более объемно. К сожалению, в нашем деревенском супермаркете нет отдела с новогодним декором, да и выбор краски у нас небольшой, поэтому я выходила из положения всеми возможными способами. Так, например, покрасила шишки лаком для ногтей. Он наиболее подходил по цвету к моим шарикам. Наполнила верхнюю часть корзинки. Я использовала бусы, золотой шнур, шишки, новогодние шары. Если приклеить с обратной стороны лоскут ткани с пуговицей, то получится карман для наполнения корзины. И можно использовать ее в качестве подарка. Я же просто закрыла бумагой, чтобы было аккуратно. Игрушки с заснеженными оконцами. Расскажу, как я их сделала, и еще о маленьком чуде, которое произошло сегодня. В прошлом году мне подарили остатки тюля. Часть я уже использовала для оформления баночек. Ссылку на это видео оставлю в описании. Кстати, можно использовать любую легкую и даже яркую ткань или сетку. Я нарисовала эскизы, взяла тонкий картон, просто толстого у меня не оказалось. Можно также использовать фоамиран. Перенесла выкройку на тюль и картон. Отступила от края заготовки из картона к центру примерно 7 мм и нарисовала внутренний контур. Заготовку из тюля делаем на 1 мм меньше по периметру. Далее делаю вторую часть игрушки. Положила картон лицевой стороной внутрь. Вырезала только по внутреннему контуру, середину. Нанесла клей ПВА и приложила заготовку из тюля. Сверху еще раз нанесла клей и приложила первую деталь. Салфеткой удалила излишки клея, сверху положила груз и оставила до высыхания. Так получается гораздо аккуратнее. Сначала я просто приклеивала подходящий по размеру лоскут и обрезала тюль уже вместе с картоном. В результате по периметру торчали кончики ниток, и их было сложно удалить. Я покрасила поделки матовой акриловой краской, все уголки и тюль тоже. Благодаря этому исчез синтетический блеск, а окошечко получилось будто слегка запорошенное снегом. Далее я сделала колечки для игрушек, намотала проволоку на шприц и разрезала на витки. Привязала атласную ленту, но можно взять и обычные нитки. Пока нет елки, я решила сделать подвесное украшение на окно или стену. Взяла прямую ветку, а можно и в форме круга. Покрасила, с концов добавила нитки и кнопки, чтобы закрепить на стене. Игрушки повесила в шахматном порядке. Мне очень нравится, как получилось. А вам? Если понравилось и нужны мои шаблоны, напишите в комментарии, я дам ссылку на скачивание. А теперь расскажу о маленьком чуде. Несколько дней я думала, где бы мне взять хвойные ветки. А сегодня пошла на площадь у нашего клуба, чтобы сфотографировать игрушки. Там растут красивые сосны.
Шла и думала, вот как здорово в городе, можно зайти в магазин и купить искусственные веточки. Подхожу к деревьям и вижу, что под одним из них лежит сломанная ветка. Возможно, она уже очень давно лежала там. Некоторые иголки подсохли, но только сейчас я ее заметила, и в тот момент, когда она мне нужна. Все мечты сбываются. Мечтайте. И главное, замечайте приятные моменты. Благодарю вас за внимание. Если не хотите пропустить новое видео, нажмите на колокольчик, и мы снова встретимся. И как всегда, я от всей души желаю вам крепкого здоровья. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.